Добрый день, дорогие друзья. У нас тут немножко испортилась погода. В этом видео хотим показать, как залить железобетонное кольцо, полуторку. Сколько чего нам для этого нужно и технология. В первом видео мы показали, как собрать форму. Вот, форма уже собрана. Ну, а здесь мы погнали, будем замешивать. Так, мы залили воду и засыпали полмешка цемента. Засыпаем остатки. Ну, одним словом, заливаем воду и мешок цемента. Это все перемешивается. Засыпаем 2 ведра щебня. Одно. И второе. Так. И примерно мы засыпаем лопатами, но если ведра, то это 4 ведра, да, Игорь? И получается 4 ведра гравия. Соответственно, на такую бетономешалку один мешок цемента, 2 ведра щебня и 4 ведра гравия. Так. Ну вот, где-то минуты 2-3 перемешался. Ну, видно по нему, что он уже до нормального состояния. Мы его выливаем и опять же закидываем, чтобы впустую не крутилось. Ну, Игорь говорит, 2 ведра воды где-то примерно на замес. Потому что песок нежелательно, лучше брать вот такой вот гравий. Даже если структура камушков будет чуть побольше, это только будет намного лучше. Потому что песок оседает, а глина комками это тоже нехорошо. Она просто не размешивается. Ну вот этот вот мы заказали гравий, он такой вот неплохой. Ну, покуда мешается, покуда замешивается второй замес, мы ведром набираем. Проливаем. Вот увидите, раствор не сильно густой, чтобы проливался. И так вот, пока замешивается очередная партия, первую партию мы проливаем. Где что-то мешает, проволоку отводим, проталкиваем камушки, подлаживаем под проволоку, с металлом. Так, вместо вибратора можно использовать вот палку, протрамбовывать и оттягивать проволоку. Но у нас есть кара, и мы просто-напросто поднимаем карой, и карой мы просто потрясываем. Раствор жидкий, и когда происходит эта тряска, все запивается, свои становятся места ровненько. Так, ну вот у нас
процесс продолжается. Плюс еще протестируем камеру. Снимаю камера GoPro 8 4К 50 кадров в секунду. Посмотрим, что получится. Если что, напишите в комментариях качество съемки, что не хватает. Вот, мы как видим, это почти половина залита. Два замеса. Ну а здесь третий замес мешается. Два замеса уже выбросили. Так, ну вот мы уже засыпаем. Это уже у нас третий замес. Засыпаем четвертый замес. Вот такая масса должна получаться. Не слишком жидкая и не слишком густая. Так, напоминаю, что получилось вот такое кольцо. На нашу бетономешалку идет 5 замесов. Замес — это мешок цемента, 2 ведра 10-литровых гравия, 4 ведра щебня и примерно 2 ведра воды. Ну, воду там уже надо смотреть. И получается, нужно на полуторное кольцо 5 таких замесов. Ну, это исходя из нашей бетономешалки. Ну, а вы уже смотрите, какой у вас объем. Просто я своей объем уже не помню. Так, ну вот, четвертый мы засыпаем. Пятый у нас в замесе. Смотрим, видите, уже больше половины. Так, ну, еще плюсы. Заливать осенью и весной. Если у вас нет крытого помещения, то осенью и весной, конечно, намного лучше, потому что сырая погода. В форме они стоят где-то 2-3 суток. И когда сохнут, они выстаивают 21 день и набирают полную прочность. Влага из них быстро не уходит, потому что солнца нет, тепла нет. И получается, они постепенно набирают эту прочность. А вот летом, когда прямые солнечные лучи и очень жарко, влага из кольца испаряется быстро. И оно видно, что за сутки оно уже высохло, белеет. Но оно высохло, но прочности не набралось, потому что влага испарилась, а кольцо будет уже менее прочным. Так что вот осенью и весной, если вы таким способом заливаете, то это самое оптимальное, самые такие качественные получаются кольца. Так, а у нас уже 5-й замес Игорь слил. Сейчас мы будем его забивать до конца. Проволочка должна быть посередине, не должна... Так, ну вот, готов наш 5-й замес, заключительный. И мы досыпаем, добиваем вот так вот до конца. Набираем такую вот горочку, насыпаем. Мы видим ровно 5, да, 5, ровно 5 замесов. Ну, чуть-чуть, вот пару лопат нам не хватило, но у нас бетономешалка мешала на метровые кольца, поэтому мы сейчас с нее возьмем и доложим вот сюда остаточки. Так, ну вот мы наложили, а сейчас мы берем карой и
отряхиваем вот так вот. И вы как видите, и не надо никакого вибратора, никакой палочки проталкивать. Ну, было, когда кары не было, мы проталкивали и палочкой, но вы видите сейчас, что пару-тройку раз карой стукнуть об землю, потому что раствор не слишком густой, и он, да, и он забивает все эти дырочки. И вы видели, какая огорка была, а сейчас она вон все четко получается. Сейчас мы вот так вот разглаживаем. И вот так у нас получается. Ну и соответственно его при такой погоде, потому что погода, видите, у нас обратно снег нежданно. При такой погоде 2-3 дня он стоит в форме. Ну а потом, соответственно, вынимаем из формы, и получается вот такая красота. Вот все, у нас процедура закончена. И оставляем его на 2-3 дня, чтобы раствор схватился. Ну вот, мы вам рассказали, как можно залить метровое кольцо в домашних условиях. Что нужно для него? Сколько чего: песка, цемента, раствора, воды, чтобы мы получили вот такое кольцо. Да, сейчас мы пользуемся карой, но кары у нас не было, и это все заливалось вручную, потому что проталкивали палочкой. Ну, тоже получалось. Так что, ребята, оставайтесь с нами, подписывайтесь на наш канал, и вы узнаете много интересных и полезных советов от меня. Ну, до новых встреч. Пока-пока.